Здравствуйте, уважаемые любители видеосъемки в формате RAW на цифровые фотокамеры Canon. Сегодня я впервые веду репортаж из моей новой вебинар-студии, работу которой в данный момент пытаюсь отладить. Сейчас запись производится через фотокамеру Canon EOS M2 с HDMI выхода на карту видеозахвата Avermedia и записывается напрямую в компьютер. Одновременно на рекордер пишется и звук. Оказалось много сложностей в настройке вебинар-студии. В частности, сейчас пытаюсь решить проблему, связанную с тем, что фотокамера Canon EOS M2 выдает на HDMI выходе не HDMI сигнал, а сигнал с гораздо меньшим разрешением 720 на 480. Как оказалось, проблема эта не решается, за исключением топовых фотокамер некоторых, где настраивается разрешение. И прошивка Magic Lantern также не помогла решить данную проблему. Если кто-то с этим сталкивался, пожалуйста, напишите в комментариях. Возможно, здесь есть какой-то вариант решения, но я пока его не знаю. Сейчас вы будете меня видеть в низком разрешении, но я думаю, что в ближайшем будущем этот вопрос решится. А сегодня мы поговорим о спидбустере. Спидбустер Pixco, который я приобрел для своей камеры Canon EOS M. Приобрел на eBay. Для начала расскажу немножко, что такое спидбустер. Я думаю, что большинство знает, но на всякий случай. Спидбустер позволяет использовать полнокадровую оптику на фотоаппаратах с кропнутой матрицей. Это и APS-C, Super 35, Micro 4 третьих и так далее. По-научному он называется фокальный редуктор. Если брать прямой перевод, то усилитель светосилы. И то, и другое достаточно справедливо и имеет место быть. Для чего же нужен спидбустер и что он позволяет сделать? На кропнутых камер такой спидбустер дает возможность, уменьшив фокусное расстояние, захватить больше экспозиции в кадр и увеличить светосилу. Ну и еще и улучшить микроконтраст, связанный с разрешением оптики. Ну вот так вот выглядит упакованный спидбустер компании Pixco. Приобрел я его на eBay. Ссылочку оставлю внизу. Давайте откроем и посмотрим. Очень хорошая упаковка. Приятно держать в руках. Здесь вот видите такой мешочек. И непосредственно сам спидбустер. Крышечка передняя. И крышечка задняя. Данный спидбустер довольно простой. Он не имеет электрических контактов для фокусировки. То есть фокусироваться вы сможете только вручную. Но, честно скажу, при съемке видео я ни разу не использовал автофокус. Всегда пользуюсь ручным, поэтому для меня это проблем абсолютно никаких не составит. Спидбустер Pixco имеет 4 линзы в 3 группах и коэффициент 0,7. Что это означает? Это означает, что будучи установленным на кроп 1.6, такой как Canon EOS M, он даст вам в итоге коэффициент 1:1 к полному кадру. Ну, то есть практически полный кадр на 10% будет поменьше входить экспозиции в кадр. Перед тем, как приобрести данный спидбустер, я изучал много информации, смотрел видео, форумы, обзоры, тесты и так далее. И у меня был выбор между Pixco и аналогичным спидбустером Viltrox, который также можно приобрести на eBay и на AliExpress. В отличие от Pixco, у Viltrox есть электрические контакты, которые позволяют проводить автоматическую фокусировку
Здесь этих контактов нет. А стоимость данного спидбустера для меня составила около 6000 рублей с доставкой. Wheeltrox стоит подороже, сейчас, наверное, стоимость его приближается где-то к 10 тысячам рублей. Много посмотрел, повторюсь, разных видео, форумов и так далее, и сделал для себя вывод, что разница между Wheeltrox и Pixco, она не столь уж велика. И у каждого из них есть свои преимущества и свои недостатки. Вообще спидбустеры первыми начала выпускать компания Metabons в 2013 году. И спидбустеры Metabons до сих пор считаются эталонами качества. Считается, что они дают хорошую картинку, хотя и у Metabons есть свои недостатки. Кроме того, что благодаря фокальному коэффициенту 0,7 уменьшается фокусное расстояние, и вы можете больше захватить в кадр. Наряду с этим еще и увеличивается светосила. По поводу светосилы в интернете, на форумах также есть много споров, и до сих пор спорят о том, дают ли дополнительно спидбустеры светосилу или не дают. Я скажу вам на своем опыте, я пробовал установить на камеру объективы без спидбустера и вот с этим спидбустером, и скажу вам, что действительно светосила по ощущениям выше. По показаниям индикаторов и так по ощущениям где-то на 1 стоп примерно. То есть светосила увеличивается. Конечно, это дополнительное звено оптики, и поэтому есть свои недостатки у использования спидбустера. В основном это искажение аберраций по краям кадра. Это различного рода аберрации, это может быть и хроматические аберрации, и астигматизм и так далее и тому подобное. Что интересно, когда я смотрел обзоры, у Wheeltrox мне показалось, что в центре кадра искажение чуть больше, чем у Pixco. А по краям, наоборот, Wheeltrox показывает себя чуть лучше, а Pixco чуть хуже. Я оставлю ссылочку на этот обзор внизу, вы сможете сами посмотреть. Что еще хочется сказать. Спидбустер так достаточно увесистый. Я не могу вам точно сказать вес, но где-то грамм 250, наверное, 300 есть. И ощутимо, когда его одеваешь на камеру, сверху объектив, вес ощутимо увеличивается. Достаточно просто. Спидбустер одевается на камеру. Нужно совместить метки и просто его защелкнуть вот таким образом. Забыл сказать, что спидбустер предназначен для байонета EFM, то есть это для всех моделей Canon EOS M, M2, M3, M5, M50 и так далее. И к нему можно подцеплять объективы Canon EF. Или любой объектив через переходник. Вот в данный момент у меня Helios 44 подцеплен через переходник M42. Вот такая вы видите конструкция. Получается достаточно увесистая и довольно-таки длинный хобот. В общем-то, при съемке это не сильно мешает. Что касается веса, может это быть и плюсом. Уже с рук можно как-то поснимать. Практически, наверное, без тряски или с минимальной тряской. Давайте попробуем теперь, сделаем съемку со спидбустером Pixco и двумя разными объективами и посмотрим на результат. Итак, я открываю программу MLV App, и мы с вами посмотрим фрагменты, снятые с помощью нашего спидбустера Pixco. Открываем первый кадр. Это снято на объектив Helios 44 с помощью спидбустера Pixco. Сразу же я вижу, что немножко промахнулся с цветовой температурой. Давайте ее подправим. Где-то примерно 4400-4500 кельвинов. И, как обычно,
Я не знаю, с чем это связано, или с особенностями MLV RAW, либо с особенностями данной фотокамеры Canon EOS M, но в кадрах всегда чуть не достает красных тонов. Я немножко подниму, буквально на 5 единиц. Ну, точек фокусировки вроде бы не видно, поэтому в принципе RAW коррекцию здесь можно и не делать. Поэтому я снимаю галочку Enable RAW Correction. Пропускаю этот процесс. Далее, ну, по экспозиции вроде бы все в порядке. Контраста мы добавим, потому что цветовой профиль при съемке стоял с заниженным контрастом, цветностью. Ну и, соответственно, здесь эту цветность я могу добавить, но опять же я добавляю ее не saturation, а vibrance, что в общем-то выравнивает насыщенность разных цветов на данном кадре. Ну вот немножко пускай будет на 15 единиц, хотя это уже несколько экстремально, но пожалуй так и оставим. Интенсивность темных тонов и диапазон темных тонов, они немножко различаются, эти регулировки по своему действию. Ну вот где-то немножечко так, и мне хочется чуть-чуть добавить теней. Ну, примерно давайте на 7 единиц сделаем так. Четкость поставлю где-то примерно на 60, так как в настройках фотокамеры четкость была у меня снижена значительно. Честно говоря, не хочется больше никакие тут делать настройки, манипуляции. Я всегда придерживаюсь такого мнения, что не надо лишний раз что-то настраивать, если кадр и так выглядит нормально. Ну, давайте вот обратим внимание на края. Очень интересно, как этот спидбустер, какие искажения он будет давать, потому что все спидбустеры в любом случае дают какие-то аберрации, в основном по краям кадра, ну или большей части по краям кадра. Вот это хроматические аберрации, это может быть астигматизм и кома, расплывчатость. И здесь, здесь объектив Helios 44, он сам по себе хорошо мылит края, поэтому здесь, честно говоря, незаметно каких-то искажений по краям. Давайте посмотрим, может быть, другой кадр нам покажет. Вот еще один кадр. Здесь у нас какое-то хвойное растение. Попробуем скопировать настройки с первого кадра и применить их ко второму. Вот сейчас информации в тенях в принципе достаточно. По цветовой температуре, конечно, не совсем понятно, потому что еще весна, а растения только начинают зеленеть, и по большей части это растение, оно какое-то серо-зеленоватое, что ли. Ну вот смотрите, то же самое, если взглянуть на края, я тут не вижу каких-то вот прямо критических таких изменений и больших искажений. Но вот пока не наблюдаю. Хотя, еще раз повторюсь, объектив Helios 44, он очень сильно смазывает края, закручивает по сути. Возьмем следующий кадр. Также скопируем на него сделанные нами настройки. Так. Да, ну опять несколько темновато. Вот видите, земля.
Хочется здесь видеть побольше деталей. И опять же мы подстроим немножко темные тона и вытащим слегка тени. Ну вот здесь, кстати, на ковре заметно, что да, вот с краю есть какие-то хроматические аберрации. Видно разложение на спектр. Но, знаете, это не так критично, то есть не настолько, чтобы для любительского видео сказать, что это неприемлемо. Нет, вполне нормально и приемлемо. Но видите, здесь вот в принципе вообще практически не видно искажений. Причем это на самой открытой диафрагме у Гелиоса. Она равна 2. Давайте возьмем еще какой-нибудь кадр. Вот у нас деревце. Да, вы знаете, сразу первое, что бросается в глаза, глубина резкости. То есть очень маленькая глубина резкости, которую на обычной APS-C матрице добиться сложно. Здесь глубина резкости достаточно мала. Ну и, собственно, вот так вот выглядит этот кадр. Да, вон видите, по краям Гелиос у нас закрутил наши боке. И это скрыло некоторые аберрации, которые, в общем-то, неизбежны при пользовании спидбустером. Вот откроем еще один кадр. Здесь я попробовал уже снимать на объектив Zenitar Fisheye 14 мм. Это рыбий глаз. И посмотрите со спидбустером, какую он дает мощную дисторсию бочкообразную. А на полном кадре у этого объектива обзор 180 градусов по диагонали. Но вот здесь он, наверное, приближается к этой отметке. Если учесть кроп-фактор со спидбустером 1,1 к полному кадру, то, наверное, по диагонали 160 примерно градусов обзор у нас есть. И вот посмотрите, показательно, что здесь фактически закрытая диафрагма. Диафрагма здесь была 22. И при закрытой диафрагме вот я в данный момент вообще не вижу практически никаких искажений и аберраций по краям кадра. Все достаточно четко. Вот песочек. Все аккуратно, четко. И вы посмотрите, текстура дерева по краям. Вообще это, конечно, очень радует. Ну, немножко вот тут, да, смотрите, вот с краю, да, вот заметен хроматизм. Вот на данной линии. Ну и вот здесь тоже. Но это, знаете, опять же, для какой-то профессиональной, может быть, съемки, наверное, это неприемлемо, но для такой полупрофессиональной, любительской, на мой взгляд, это вполне очень даже хороший результат. То есть она не бросается в глаза, а, в общем-то, хроматические аберрации сейчас часто искусственные применяются даже в художественных целях, поэтому вот такая вот картинка. Ну, что могу сказать? Это радует. Это радует. Спидбустер стоимостью меньше $100 показывает такой результат. Ну вот вы видите, опять же, во что автомобиль Volvo превращает объектив Zenitar рыбий глаз 14 мм вкупе со спидбустером Pixco. Машина Volvo превратилась в Bugatti Veyron. Это, к слову, о том,
какая дисторсия мощная здесь присутствует. С одной стороны, конечно, может быть, это не очень хорошо, но для каких-то художественных целей, например, съемки каких-то динамичных музыкальных там видеороликов или какое-нибудь автомобильное мотошоу и так далее, то есть там, где динамика, там, где движение, я думаю, что это вполне подойдет. Ну, конечно, без спидбустера я снимал на этот объектив, и такой дисторсии, таких искажений не было. Ну вот, опять же, сверху, с края кадра, мы видим различного рода аберрации. Вот на светлом фоне они, конечно же, видны, но это, повторюсь, опять же, на мой взгляд, это не критично. То есть это не бросается в глаза и не портит кадр. Итак, я импортировал видеофайлы в программу Movavi Video Editor 4. Это достаточно простая и удобная программа для компьютеров Mac. Она не профессиональная, любительская, но позволяет быстро монтировать какие-то фильмы любительские. Файлы выведены из MLV-App в формате ProRes 4.2.2 LT. Это монтажный кодек ProRes, самая легкая его версия. Обратите внимание, что я запускаю файл, и он нормально воспроизводится без затруднений. Ну, просто пока еще не обработано эффектами. Ну, для начала я хотел бы немножко стабилизировать кадры. Снимал я здесь фактически с руки. Фотоаппарат был приделан на ручку, и еще дополнительной точкой опоры являлся viewfinder. Стабилизатора матричного в этой камере, конечно же, нет, и объектив здесь я использовал Helios 44, соответственно, он тоже без стабилизатора. Мне нравится, как стабилизирует изображение программа Movavi. По крайней мере, здесь не нужно делать кучу настроек, как это нужно делать в Adobe Premiere Pro. И честно скажу, я до сих пор в Adobe Premiere не нашел для себя хороший алгоритм стабилизации. Вот изображение стабилизировалось. Давайте посмотрим, как это выглядит теперь. Очень плавное движение, и искажений перспективы не видно. Ну, я сейчас простабилизирую тоже остальные кадры. Давайте попробуем сделать автоматическую корректировку. Для этого здесь существует инструмент коррекция цвета. Можно поставить галочки автонасыщенность, автоконтраст, автоулучшение и автобаланс белого. Но вот сразу он у меня уводит сильно в красный. Я пока не пойму, нравится ли мне такой оттенок. Программа Movavi, она платная, но она недорогая. Бессрочная лицензия стоит около 2000 рублей, даже чуть меньше 2000. Постоянно выходят обновления, обновления платные, но я купил ее года 3 назад, ни разу не обновлялся, и тот функционал, который есть, мне его хватает. Минусами этой программы является то, что здесь затруднительно монтировать, например, музыкальный клип, потому что своеобразный таймлайн, здесь нельзя параллельно на таймлайн выложить несколько дорожек видео и их мютировать или размютировать. Здесь можно только вставлять кадры друг за другом и накладывать звуковую дорожку. Ну что ж, вот я обработал кадры в программе Movavi. Я сделал автоматическую настройку, так как эти кадры тестовые и не хочется тратить много времени на ручные настройки. Я застабилизировал фрагменты отдельные. Сейчас положу звуковую дорожку какую-нибудь сюда, ну и выведу все это отдельным файлом.
very nice. Someone to love you right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, life would be so nice if one day I find someone that will take my hand and follow through life with me. Someone to sing to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me, a summer song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love and start with me. Oh yes, that would be so nice. I can see you and me, that would be nice. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, life would be so nice if one day I find someone that will take my hand and follow through life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me, some need a summer song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love and start with me. Oh yes, that would be so nice. Treasure me, be with me, I can see that would be nice. Итак, какие выводы из этого всего можно сделать? Я скажу, что очень доволен результатами, которые дает спидбустер Pixco, и абсолютно точно он своих денег стоит. Что он нам дает? Какие преимущества? Давайте по порядку. Первое – это уменьшение эквивалентного фокусного расстояния, что позволяет вам захватить больше экспозиции в ваш кадр. Второе – это увеличение светосилы примерно на 1 стоп. Это большое преимущество. И третье – это минимальная глубина резкости, которой можно достигнуть легко на полном кадре, но очень сложно на кропе. Данный спидбустер позволяет это сделать. Ну и соответственно, да, есть, конечно, свои недостатки. Основной из них – это искажение так называемые аберрации, которые проявляются в основном по краям кадра и в основном на открытых диафрагмах. Как мы с вами видели, на закрытой диафрагме, на объективе Zenitar Fisheye с фокусным расстоянием 14 мм, эти искажения, аберрации, они практически незаметны. На объективе Helios они заметны в большей степени. Ну, что можно сказать? Повторюсь, что спидбустер действительно своих денег стоит. Я буду продолжать на него снимать. Ну, кстати, также из минусов можно назвать еще невозможность использования оптики, предназначенной для кроп-камер. То есть объективы с индексом EFS, Canon EFS, вы не сможете их поставить
через этот спидбустер. Вернее, сможете, но будете иметь большую виньетку по краям, что, собственно, не позволит вам перечеркивать все преимущества этой детали. Итак, спасибо, что смотрели сегодня мое видео. Сегодня мы рассмотрели спидбустер Pixco. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. И до новых встреч. Всем пока.